Не верю я в атомную бомбу. Спецэффекты и взрывчатка. Никто не видел ядерный взрыв. Все это слухи и легенды. А атомы в любом случае всего лишь теория. Атомная теория – научная теория, согласно которой материя состоит из частиц, называемых атомами. Для тех, кто не понимает разницы между теорией и фактом, атомная теория не доказывает, что атомы реально существуют. Она лишь предполагает, что они есть. Но никто особо вопросов и не задает. Так называемая ядерная эра родилась не из физики, а из политики. Мир нужно было держать в страхе, показать, что существует абсолютное оружие, идеальный инструмент власти. Атом в этой схеме стал удобным богом. Его никто не видел, но все должны верить, потому что иначе не объяснить. Атомные электростанции укрепили этот культ, хотя по факту они не атомные, а урановые. Уран – это материал, который при определенных условиях сильно греется сам от себя, и этим теплом нагревает воду. Вода превращается в пар, пар крутит турбину, турбина вырабатывает электричество. То, что внутри назвали атомным реактором, по сути котел на уране. Он не мистичнее паровоза, просто сложнее. Обычная паровая машина, просто с другой спичкой под котлом. Уран никаким боком не доказывает существование атомов. Это химический элемент. То, что он радиоактивен, просто означает, что он со временем меняет свои свойства и начинает выделять энергию. На деле радиоактивный не синоним опасный, это просто характеристика вещества, указывающая, что оно нестабильно и со временем теряет энергию. 9 сентября 2025 японцы спокойно сливают радиоактивную воду из Фукусимы прямо в океан, 5-ю партию за год. It has been 2 years since Japan started releasing treated and diluted water from the crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant into the ocean. Over 1 million tons of water has accumulated in the course of the decommissioning process. Рыба плавает, туристы купаются. Если бы атомная энергия и впрямь обладала той разрушительной силой, о которой твердили 100 лет, то Япония уже давно была бы пустыней, а Украина была бы светящимся болотом без жизни. Как это преподносится? Так называемая зона отчуждения Чернобыльской АЭС радиусом в 30 километров считается небезопасной для проживания людей на тысячи лет вперед. И как получилось на самом деле? Статья 2025 года. Спустя почти 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС этот регион является одним из крупнейших природных заповедников Европы. Недавно ученые объявили участки местных земель снова безопасными для ведения сельского хозяйства, поскольку уровень радиации в почве теперь незначительный, и некоторые люди перебрались в некогда заброшенные деревни на окраине ЧЗО. Значит, все это время нас пугали не атомы, а вера в авторитет. И, как водится, сценарий апокалипсиса вновь провалился. Вместо светящегося ада волки растительности бабушки, сажающие картошку в зоне. Похоже, природа не смотрела документалки по ядерной катастрофе и забыла умереть вовремя. В следующий раз, когда увидите очередную пугалку про невидимую угрозу со стороны вирусов, радиации или космоса, вы уже не клюнете на этот маркетинг ужасов. Взрослые люди же уже, пора различать, где реальность, а где чистый пиар под видом заботы о человечестве. Вот этот адронный коллайдер туда же. Очевидно же, что это просто наследник атомной мифологии, когда страшилки про ядерные бомбы перестали работать. Придумали новое чудо-устройство, чтобы публика продолжала верить в физику невидимого. С тем же блеском в глазах рассказывают, что может создать черную дыру, уничтожить Землю или открыть портал в новые миры. Звучит эпично. Но, как и раньше, за громкими словами скучная рутина. Километры труб, детекторы, пыль и данные, которые никто толком не понимает. Статья 2025. Просто большая игрушка или ключ ко вселенной? Игрушка, только очень дорогая и с чуть меньшей пользой, чем у Лего моего сына. Разница лишь в том, что Акс хотя бы что-то строит, а эти ребята играют в прятки с частицей, которую сами же придумали. Многие ученые опасаются, что эта машина, будущий кольцевой коллайдер, может на десятилетия поглотить финансирование субатомной физики и оставить перспективные новые направления исследований без ресурсов. Простите, а зачем вообще финансировать субатомную физику? Чтобы и дальше искать невидимое в невидимом, строя все более дорогие приборы, чтобы наблюдать то, что нельзя увидеть. Диаметр кольца вырастет почти в 4 раза, будет 91 километр вместо 27. Энергия столкновений в 7 раз выше, чтобы заглянуть глубже в материю, читая и получить новые графики шумов, которые можно объявить частицей. Строить собираются под Женевой, в тех же туннелях или там рядом. Цена $30 миллиардов.
То есть это не новый тип технологии, а старый принцип, только больше и дороже. Если маленькая труба не показала смысла жизни, значит надо выкопать трубу побольше, вдруг там Вселенная глубже прячется, закопалась подальше от физиков. В какой-то момент они построят коллайдер вокруг всей плоской Земли. И можно будет объявить, что мы нашли границу науки, конец трубы. Все это выглядит как гигантская попытка подменить смысл измерениями. Когда человек теряет связь с чем-то выше, он начинает искать божественное в формулах. Физика давно превратилась в способ убедить всех, что Бога нет. Что тут еще интересно? Большой адронный коллайдер, в настоящее время крупнейший в мире, в 2012 году открыл существование частицы Хиггса. Это стало первым прямым доказательством того, что поле, известное как поле Хиггса, пронизывает Вселенную и отвечает за различные массы различных фундаментальных частиц. Фраза «мы нашли частицу физики» — это не как «мы нашли камень». Это значит, формула совпала с ожиданием. Проблема в том, что весь смысл этого открытия был в подтверждении самой теории, а не в реальном наблюдении. Если бы кто-то действительно нашел частицу, можно было бы измерить ее напрямую, повторить эксперимент в другой лаборатории, получить тот же результат. Этого нет. Есть статистический шум, выданный за частицу для оправдания коллайдера. Никто не может увидеть поле Хиггса. Его существование нужно просто как затычка в уравнениях. Физики пытались свести три силы, электромагнитную, сильную и слабую, в одну схему. Проблема. Без специального механизма эти формулы предсказали, что у всех частиц должна была быть масса 0. Чтобы избежать этого позора, в уравнение уже понаезженные вставили искусственный элемент – костыль. Хиггсово поле, которое наделяет массой все, что движется. Так что Хиггс нужен не природе, а математической конструкции. Без него модель теряет смысл. Она начинает предсказывать несуществующие миры, где фотоны и электроны летают без массы. Насчет самой атомной бомбы. Если атом всего лишь теория, то и атомная бомба у нас получается чисто теоретическая. Если можно взорвать самой теорией, давайте объявим гравитационную бомбу. Паника гарантирована. Если атом лишь теория, то Хиросима и Нагасаки не были атомными, а были ковровыми бомбардировками. Неуловимый ужас Хиросимы. Трудно осознать масштабы ядерной катастрофы, которая 75 лет назад опустошила этот ныне оживленный город. Я посетил этот город в конце 2018-го и был поражен тем, насколько обыденным он выглядел и ощущался. Он ощущался обыденным, потому что бомбардировка была обыденная. Мы не ощущаем движение Земли, потому что Земля не движется. Солнце и Луна кажутся одинакового размера, потому что они и есть одинакового размера. Мир всегда был таким, каким мы его видим, без всяких теорий. Обыденное ощущается обыденным, потому что оно реально. Все остальное – эффект рассказчиков, которые давно путают реальность с догадками.